Всем привет, вы на канале в хоккее. Сейчас мы посмотрим финал чемпионата мира 2009 года Россия-Канада. После мощнейшего триумфа в 2008 в Квебеке Вячеслав Быков и Игорь Захаркин привезли в Швейцарию не такой звездный состав, и казалось, защитить титул будет намного сложнее. Канадцы, возглавляемые Линди Рафом, были полны решимости вернуть чемпионское звание, тем более, что состав подобрался очень приличный. Финал проходил в Берне. Подпишись, если любишь битвы с Канадой. Стартовые пятерки команд на площадке. У сборной России центральный нападающий Алексей Терещенко, 23 номер по краям. Илья Ковальчук, 71-й, Алексей Морозов, 95-й, капитан команды, пара защитников. Илья Никулин, 5-й, Виталий Прошкин, 45-й. У нас в воротах Брызгалов, у Канады Ролосон. Матч начался в очень жесткой манере со стороны канадцев. Радулов, кстати, играл с травмой, рвется к воротам, его сбили не по правилам, атака продолжилась. Сапрыкин бросает с разворота и Радулов. Угрозу воротам соперника таят, не дают добить Александру Радулову, против которого, кстати, чуть ранее были нарушены правила, и сборная России получает численное преимущество. Наши в большинстве. Ковальчук на скорости проходит двух канадцев, и какой пас выдает Зиновьеву! Ковальчук просачивается между двух соперников, и какую передачу выдает на Сергея Зиновьева, который вроде бы зряче атаковал в противоход Ролосону, но сумел канадский голкипер выручить свою команду. Продолжается большинство. Мазякин, Курьянов, Пережогин, тройка на льду. Мазякин оставляет Курьянову. Великолепный пас на пятак, и как Пережогин! Начинают плести здесь кружева. Пас на пятачок, и вновь Ролосон останавливает шайбу. После броска Пережогин. Какую ему передачу отдал Курьянов? Фантастическую. И защитник его увел за собой, но опять не смогли забить. Хитли, Спеца, Дон, первая тройка Канады. Вбрасывание в нашей зоне. Уэбер, мощнейший бросок от Сини. Дон подбирает великолепный пас на Спецу. Мощнейший бросок Шивебера, вступает в игру Брызгалов, но на добивании Джейсон Спеца открывает счет в этой встрече. 1-0. Канадцы, выстояв в меньшинстве, сразу наказали наших. Но каков Дон? Потрясающе отдал с неудобной, а Терещенко упустил Спецу. Это доставка пиццы на дом. На фоне успеха канадцы продолжают атаковать. Опасный наброс Фишера, подбор Зейджика, пас, бросок Хэмьюса. Вблизи ворот сборной России подставлена клюшка, и Брызгалов реагирует на этот рикошет, вытаскивая шайбу из правого относительно себя угла наших ворот. Гребешков выбрасывает шайбу из зоны, и быстрая атака наших. Пережогин бросает. Бросок Пережогина в ближний угол, но разминулась шайба со створом ворот. Дон вновь прорывается по краю, и опаснейший прострел на Хитли. Дважды была она перехвачена, и вновь Хитли. Корнеев, наш защитник, 22 номер, молодец. Ошибаются канадцы за своими воротами. Сапрыкин, пас на пятак Горовикову, бросок с неудобной. Летит шайба на пятачок, и Ролосон в игре, парируя бросок с лопаты Константина Горовикова. Даути как-то очень легко проходит всю нашу оборону, еще и бросает в падении. Катится к нашим воротам Дрю Даути, и опасный бросок производит вновь на месте Илья Брызгалов. Стемкос здесь был лучшим снайпером Канады. Он 17 номер, летит вперед и очень коварно бросает с края. Брызгалов. Опять опасный прострел под Ильей Брызгаловым. Шайба, оказывается, потерял он ее на мгновение из виду, но быстро сориентировался Илья и прижал ее ко льду щитком. Защитник Канады Кобурн выбросил шайбу за борт, как Нэш годом ранее. Вновь большинство у наших. Калинин, пас на Атюшова, бросок от синей. Атюшов. Гол! 1-1! 12 секунд потребовалась сборная России на то, чтобы использовать численное преимущество и показать, что Дуэйн Ролосон не супермен. 1-1. Олег Сапрыкин, который отлично проводил тот чемпионат в тройке с Горовиковым и Радуловым, на пятачке блестяще подставил клюшку и сравнял счет. Теперь уже Ковальчук на волне успеха летит, и вновь великолепный пас, и вновь Зиновьев. Выбрать неожиданностью! Вновь Сергей Зиновьев прощает канадцев после чудо-паса Ильи Ковальчука. И через несколько секунд уже сам Ковальчук расстреливает ворота. Но продолжается атака. Твердовский, не получается бросок и добить.
Во втором периоде дальняя скамейка. Канадцы были лучшими во вторых периодах на этом чемпионате, и вторую треть они начали здорово. Хитли подбирает шайбу за воротами, вывозит ее на пятак, и все тот же Дон бросает с убойной. Первая пара защитников провела на льду более половины игрового времени. 10 минут 5 секунд и 10:24 соответственно. У наших 11 нападающих в заявке. Илья Ковальчук играл тот финал в двух звеньях. Горовиков, отличный пас Ковальчуку, подключение Твердовского, и Ковальчук можно забивать. Внимание, новая атака. Ковальчук на Твердовского! Ковальчук в дальний угол в сантиметрах от штанги. Канадцы атакуют. Стемкос идет по центру, пытается обыграть Гребешкова. Рикошет. Ходит по центру в нашу зону игрок канадской команды. Где шайба? Она на воротах сборной России. Вываливаются Калиновые 3-2, и просто сумасшедший момент у Мартена Сен-Луи. 3-2. Очень опасный момент. Брызгалов выкатывается под бросок и выручает нашу команду. Вновь атакуют канадцы. Прострел. Хэмиус бросает от синей, и насели Калиновые на ворота. Такой момент на нашей части. Не получается бросок. Где шайба? Она рядом с Брызгаловым, но не может наш голкипер до нее дотянуться. Очередная затяжная атака Канады. Хэмиус опять мощнейший бросок от синей. Щиток Брызгалова. Хэмиус парирует Брызгалов. И этот бросок в правый от себя угол. Давят канадцы. Атюшов запутался в шайбе за воротами. Потеря. И Дон опять момент. Контролем шайбы. Пас на пятачок. Доун. Зрячий метил в дальнюю девятку, но не попал. Там здорово все перекрыл Брызгалов, но небольшой уголок все равно оставался. Много даем бросать. В первом периоде мы успевали играть каждый с каждым, и практически один в один канадцам не удавалось переиграть нас. Сейчас такие моменты все чаще и чаще возникают. Обе команды поддерживают в итоге темп, смены буквально через каждые 20-30 секунд при первой возможности. А вот канадцы как раз, видимо, учли как раз вот этот фактор дальней скамейки запасных. Наши выстояли тяжелый отрезок. Ковальчук, какой же быстрый и техничный, играет через смену, проходит всех сам. Пас на пятак Терещенко. Петсону катится за ворота, пас на пятачок. Терещенко выиграл борьбу у Уэбера за воротами. Морозов, пас на пятак Ковальчук. Пас на пятачок, сразу двое мешали Ковальчуку, и там досталось Илье по лицу. Калинин начинает атаку из своей зоны, разгоняется, пас Сапрыкину, стенка, и Калинин здорово! Калинин здорово подключился к атаке. Российский защитник, бросок у него опасным не получился, тем не менее, это полновесный бросок в створ, 9-й для нашей команды в этом матче. Но опять же, вот последние полторы минуты очень здорово мы провели, достается, естественно, Илье Ковальчуку. Не забудут ему никогда на родине хоккея этих двух шайб в прошлогоднем финале, и поэтому сегодня каждый игрок канадской команды считает своим долгом отдать Илье дань уважения, пусть и таким странноватым образом. Атюшов выбрасывает по борту, Сапрыкин в касание переправляет Горовикову, тот дальше Радулову, и какую красоту мы с вами видим! Радулов готовит бросок, объезжает одного, второго и забивает потрясающую шайбу! Ворота Дуэйна Роллсона! Айда Радулов! Потрясающее мастерство! Великолепное исполнение! Повтор этого момента можно смаковать до бесконечности. 2-1. Смотрите, ключевое было, как вот здесь Сапрыкин в касание на своей синей вывел, по сути, Горовикова и Радулова 2-1. Ну и Радулов просто в буфет отправляет надежнейшего Филлипса и забивает. Шедевр. Сапрыкин в финале 1+1. Красавец. Потрясающий голешник. Канадцы в большинстве. Даути у борта разворачивает Никулина. Пас на Стемкоса, и Брызгалов чудеса. Брызгалов не позволяет отличиться в полном составе сборной России. Нужно сейчас отстоять в ближний угол, и своими телами накрывают шайбу игроки российской команды. Шейн Доун может отдохнуть в этом эпизоде. Все. После этого канадцы обрушили целый шквал атак на наши ворота. Хитли разворачивает Горовикова, пас Спеца бросает. Настоящее спортивное мужество. Еще один бросок. Перед третьим периодом нам показывают Виктора Васильевича Тихонова и Владислава Третьяка.
Третий период начался с атак канадцев. Атюшов и Сен-Луи бегут на перегонки. Рой подбирает Стемкос перевод и Власич супер момент. Со льда они не уйдут, впрочем, тоже мы можем сказать и о наших ребятах. Один из которых, Илья Брызгалов, сейчас спасает свои ворота. Хэмиус начинает атаку из своей зоны. Отличное подправление и Стемкос бросок. Сен-Луи успел помешать Илье, и уже Стемкос бросает по воротам Ильи Брызгалова, и вновь надежен голкипер российской команды. Филлипс идет вперед возвращать долги. Неудачно отлетает шайба от Вишневского. И какой момент! Корнеев, браво! Какая ошибка! Выход 1 на 1, и вновь Атюшов на этот раз перекрывает направление возможной передачи. Не отсиживаются наши в обороне. Пропускает шайбу у борта Спеца, и Фролов моментально пас. Ковальчук, выход! Принимает шайбу, бросок в дальний угол, Ролосон! С шайбой канадцы. Хорков ошибается. Ковальчук летит в контратаку. Крутит-вертит на скорости Уэбера, но жестко Уэбер играет. И вот здесь Илья. Шивебер против него, но на скорости наш нападающий пробрасывает шайбу под коньками у соперника. Это хулиганство со стороны Шивебера, такое форменное. Но опять же Илья поднялся, спокойно так посмотрел на своего обидчика, взял клюшку. Ну что же, сочтемся. Ну, он готов, в принципе, к тому, что против него и очень жестко будут играть, и он сам далеко не поймальчик. Еще атака Канады. Вновь Стемкос входит в зону, и резкий бросок из-под защитника. Бросок из-под защитника опаснейший, мимо ворот шайба пролетает. Давление канадцев нарастает. Пас из-за ворот, и Уэбер бросает. Брызгалов вступает в игру, теряет он контроль. Вернее, теряет он шайбу из виду, но подстраховывают его партнеры. Еще один момент. Подставлена клюшка. Шайба уходит в сторону. Пережогин берет шайбу в своей зоне, объезжает всех на свете, и хлесткий бросок. Пережогин. Бросок. Ролоса на месте. Какая массированная атака канадцев, затяжная, и в итоге Спеца из-за ворот пас, Хитли, бросок убойный. Опасный момент. Облизала, похоже, шайба стойку ворот российской команды. Там и Корнеев лег под шайбу, и Брызгалов выручал. И вот мы говорили вот в предыдущих матчах, что Хитли там плюсы и минусы есть, но позицию перед воротами он просто уникально выбирает. Ну вот повтор этого момента, бросок наверняка, и да, успел поймать шайбу на себя игрок российской команды, и потом Брызгалов. Вбрасывание в нашей зоне. Хитли подбирает у борта пас, Спеца бросает в касание. И Дон, копия момента с голом. Зиновьев просто умница, спас. Спеца бросает по воротам. Ну, это был момент сейчас у Хитли. Представляете, защитники так помогли сейчас. Вот вообще уже пустые ворота были. И сумели вынести шайбу из вратарской площади. Твердовский отдает в центр. Горовиков, пас на край Радулову, и тянет Радулов, бросок. Горовиков на Радулова. У ближнего борта Александр готовит бросок. Конек сопернику попадает, и Твердовский сходу. Наваливаются уже канадцы. Власич проходит сам по краю. Прострел опасный. Пас на пятак. Опасный там рикошет мог получиться. Морозов придержал шайбу. Ковальчук развернулся. Отдает. Гребешков, решай. Давай. Что хотел здесь сделать Денис Гребешков? И что сейчас мог сделать канадский нападающий? Сапрыкин играет высокоподнятый. 27 секунд до конца, и вбрасывание будет у нас. Линдераф берет тайм-аут. Не более того, вернее, а и назначают вбрасывание в нашей зоне. Наши, как в американском футболе, пытаются отспорить у соперника расстояние. Вот эти ярды, инчи, но не преклонен арбитр. Взял он шайбу в руки и приехал на точку вбрасывания в зоне российской команды. Линдераф берет тайм-аут. Ничего не остается. 27 секунд до конца третьего периода. Что, Джейсон Спеца, Алексей Терещенко. 6 или 7 или 8 секунд до конца третьего периода. И вот оно, решающее вбрасывание. Вообще на ноль. Нет, сейчас бросили установит время, установит. Вязкая борьба в углу, шайба катится к борту. Горовиков пропускает удар. И сборная России второй год подряд становится чемпионом мира по хоккею. Это победа, дорогие друзья! Нас не может
может обыграть никто уже 2 года в матчах на первенство планеты. Наши выстояли и стали чемпионами мира, а Илья Ковальчук провел тот чемпионат великолепно, став лучшим нападающим и игроком турнира. Отметим блестящую игру другого Ильи, Брызгалова. Сыграл он замечательно. А кого бы отметили вы? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал для следующих обзоров. До свидания.